Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Да, будем знакомы, да. Пожалуйста, прошу вас. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как и каждый год, на традиционном совещании судей будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны, имея в виду ту важность, ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть. Рассчитываю, что в процессе работы вы выйдете на решение актуальных проблем, которых еще, конечно, немало, так же, как в любой большой работе. При этом подчеркну, что все шаги в этом направлении должны работать на укрепление и развитие законного, эффективного и доступного правосудия. Мы с вами хорошо это знаем, от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще. В числе наиболее серьезных проблем остается высокая нагрузка на судей. Конечно, работа в цейтноте с повышенной нагрузкой, безусловно, негативно отражается на качестве работы, приводит к снижению внимания к людям. Меры по оптимизации нагрузки принимаются. В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%, причем практически для всех категорий дел. В значительной степени это, конечно, результат повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Что касается уголовных дел, здесь на уменьшение нагрузки повлияла, конечно, в том числе и продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства. Кроме того, действующий с ноября прошлого года внесудебный порядок взыскания обязательных платежей, других санкций, может в дальнейшем облегчить нагрузку и по административным делам. При этом у нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Знаю, что эти вопросы комплектования судейского корпуса высококвалифицированными кадрами – одна из ключевых повестки вашей повестки. Мы живем, уважаемые коллеги, в эпоху технологической, цифровой трансформации многих сфер жизни, возникающих, идущих практически по всем направлениям. И, конечно, в этой связи возникают и новые правовые ситуации, и новые споры. Поэтому нужно вести подбор кандидатов на должности судей из числа наиболее подготовленных юристов, способных грамотно отвечать на современные технологические вызовы, а также на динамичное развитие законодательства во всех сферах, во всех отраслях. Верховному суду и органам судейского сообщества следует поддерживать высокую планку стандартов, которые предъявляются кандидатам. В 2025 году в федеральные суды общей юрисдикции назначено 2763 судьи. Федеральные арбитражные суды – 423. Полагаю, надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям служителей закона знаний и базовых основ судейской культуры и этики. Заслуживает поддержки и инициатива Игоря Викторовича Краснова, председателя Верховного суда, о перераспределении вакантных должностей судей, а именно в пределах общей установленной штатной численности в пользу тех регионов, где судьи продолжительный период работают с максимальной нагрузкой. Одна из важных кадровых и управленческих задач – укрепление потенциала судов, созданных на наших исторических территориях. В этих регионах уже сформировано 100 судов. Количество дел, рассмотренных ими в прошлом году, увеличилось по всем видам судопроизводства на 35%, по уголовным и гражданским делам и на 56% по административным. Рост в арбитражных судах на 40%. Судьи, работающие на этих территориях, а также в приграничных, на Белгородской, Курской областях, трудятся в сложных условиях, связанных с риском для жизни подчас.
проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества. И я хочу вот с этой трибуны в вашем присутствии поблагодарить всех за преданность своей профессии, за преданность служению своему делу. Уважаемые коллеги, подчеркну особую роль Пленума и Президиума Верховного Суда в формировании четких, системных, своевременных правовых позиций, в совершенствовании судебной практики и обеспечении единообразия применения законов. Как следствие, минимизируется субъективное толкование нижестоящими судами правовых норм. Что важно, оттачивается определенность судебных решений. Все это прямо влияет на стабильность и качество правосудия, позволяет сокращать количество судебных ошибок. Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений Пленума Верховного Суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку. Полагаю, надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений Пленума. Стабильность правоприменения – общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции. Кстати говоря, ваши коллеги там за бугром дают очень хороший повод для того, чтобы подчеркнуть качество российской юрисдикции. Многие из наших сограждан, которые уповали в свое время на непредвзятость, на объективность той судебной системы, убедились как раз в обратном. Важнейшим направлением работы судов у нас является их защита, соблюдение социальных прав граждан и в приоритетном порядке обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких. Знаю, что Верховным судом сформулированы правовые позиции по вопросам гарантированного предоставления льгот и компенсаций членам семей погибших наших героев. Надо продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан. Хотел бы отдельно остановиться и на вопросах работы судов по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения. В этом плане в прошедшем году был реализован целый ряд законодательных инициатив Верховного суда, а именно более широкое применение отсрочки отбывания наказания в отношении беременных женщин, в отношении мужчин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, а также ограничение заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера. Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось также на 6,2%. На 2% увеличилось количество случаев избрания домашнего ареста. Все это говорит о некотором смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничениями права на свободу. Шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам, условное лишение свободы, штрафы, обязательные работы и так далее. Ну вот, справочка здесь у меня тоже есть. Но здесь, конечно, вы знаете об этом. Из числа осужденных реальное лишение свободы назначено 125 тысячам лиц, или 26%. А в отношении почти 320 тысяч лиц, или 71%, назначены альтернативные наказания. Прошу Верховный суд обеспечить постоянный мониторинг соблюдения судами сроков рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей. На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности. Ну, конечно, как и в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы это хорошо с вами знаем, с скамьи университетской, с институтской,
Самое главное что? Чтобы наказание было неизбежным. А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос. Важная тема, которую сегодня уже затрагивал, это внедрение в деятельность судов новых информационных технологий. Активно идет системная цифровизация правосудия, что повышает эффективность и скорость рассмотрения дел, обеспечивает большую открытость судебных процедур. Цифровые технологии меняют все абсолютно меняют в жизни. И, как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо. Их активно применяют и в преступных целях. Террористические, экстремистские группировки, криминальные организованные сообщества. Возникают и новые формы преступной деятельности. Так растет число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступления, незаконным доходом, либо предметом криминального посягательства. И здесь практика, ситуация, с которой сталкиваются граждане, бизнес, зачастую не имеют системного нормативного регулирования. Жизнь, что называется, опережает право. Ну, так всегда бывает. Мы с вами тоже хорошо знаем. Норма принимается, а жизнь ушла уже вперед. И очень многие вещи являются неурегулированными. Так было всегда, особенно в периоды бурных изменений. И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы. Уважаемые коллеги, конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра? Трудно предсказать, что будет завтра. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью. Решения судов касаются судеб людей, и они должны приниматься человеком. Только он может увидеть, почувствовать, понять точнейшие нюансы в делах, точнейшие и тончайшие, которые рассматриваются судом. Качества, присущие только человеку, основанные на его опыте, общей культуре, интуиции, характере, чувствах справедливости и гуманизма нередко определяют исход правовых споров. Я желаю успехов в вашей сложной, очень ответственной работе. Надеюсь, что ваш профессионализм, неизменная приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать укреплению доверия наших граждан к судебной системе. Благодарю вас. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в прошедшем году судебная система развивалась в русле происходящих в стране преобразований по укреплению суверенитета, повышению социальных гарантий и благосостояния граждан России, обеспечению технологической независимости и эффективности национальной экономики. По всем видам судопроизводства рассмотрено свыше 34 миллионов дел. Данный масштаб подтверждает, что судебная власть остается ключевым звеном обеспечения правовой стабильности, защиты гарантированных государством прав, свобод, частных и публичных законных интересов. Реализован ряд нормотворческих предложений, направленных на совершенствование судопроизводства, гуманизацию, справедливость и доступность правосудия для людей, сокращение сроков рассмотрения дел. Например, в уголовном сфере по инициативе Верховного суда усилена защита социально уязвимых категорий, прежде всего несовершеннолетних и лиц, имеющих малолетних детей. Ограничено применение заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести. В гражданском и административном процессах приняты меры по формированию более совершенного порядка пересмотра судебных решений. Существенный блок новелл посвящен цифровой трансформации работы судов. Реализация права законодательной инициативы будет продолжена с целью выстраивания сбалансированного и технологически современного судопроизводства.
Судебная система должна оперативно реагировать на формирование не только новой нормативной базы, но и на текущие социально-политические изменения. В связи с предстоящими в сентябре выборами депутатов Государственной Думы, а также масштабными кампаниями в субъектах и на муниципальном уровне, в следующем месяце Верховным судом будут актуализированы правовые позиции по наиболее важным вопросам проведения выборов. Судам в рамках компетенции следует обеспечить законность избирательного процесса, в том числе в воссоединенных регионах Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В условиях специальной военной операции в Верховном суде ведется непрерывный мониторинг и корректировка складывающейся практики рассмотрения споров о защите прав ее участников и членов их семьи. Ключевая цель – это достижение единых стандартов представления мер государственной поддержки и исключение любого формализма со стороны региональных и местных властей. В октябре прошлого года расширены соответствующие разъяснения Пленума. Теперь они применяются не только в отношении кадровых военных, но и лиц, пребывающих в мобилизационном резерве, добровольческих формированиях. Кроме того, в конце прошлого года Верховным судом сформированы единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих. На особом контроле остаются дела о получении выплат, включая компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, принятие на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставление денежных средств на их приобретение и строительство. Требуется дальнейшая унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужения таких гарантий, недопустимо. Стратегическим направлением развития правосудия является его человекоцентричность и служение обществу. Еще в XIX столетии в ходе проведения судебной реформы император Александр II обозначил критерии, которые до сих пор не утратили свою актуальность. Суд должен быть скорым, правым, милостивым и равным для всех. При рассмотрении дел необходимо обеспечить безусловный приоритет гарантированных законов прав граждан, в том числе на труд, охрану здоровья, качественную медицину, социальные льготы и пенсии. В истекшем году Верховным судом сформированы десятки правовых позиций по вопросам сохранения и защиты института семьи, материнства, отцовства и детства. Внимание судов обращено на недопустимость произвольного лишения родительских прав. Учет интересов ребенка должен быть первоочередным при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, определением места их жительства и уплатой алиментов. Требуют особого внимания дела о нарушениях прав на получение образования, при сдаче единых экзаменов в школах, поступления в средние профессиональные и высшие учебные заведения. В ходе формирования дальнейшей практики следует исходить из необходимости повышения гарантий всего комплекса прав несовершеннолетних, детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки многодетных семей. В рамках поставленных вами, Владимир Владимирович, задач о совершенствовании действующей программы материнского капитала готовится разъяснение наиболее сложных вопросов рассмотрения соответствующих дел. Значимыми и волнующими людей остаются споры о реализации людьми своих жилищных прав, в первую очередь тех, кто проживает в аварийных и неблагоустроенных домах, порой в нечеловеческих условиях. Серьезный общественный резонанс вызывает разбирательство жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно указанные компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права были нарушены. Широкое обсуждение вызывают дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем году, полугодии, уже даже Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в данной сфере. Нуждается в корректировке судебная практика применения земельного законодательства, соблюдения градостроительных регламентов. В план работы Верховного суда на ближайший период включено обобщение практикообразующих решений по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий. В прошлом году судами первой инстанции разрешено свыше 1 800 000 экономических споров.
При рассмотрении каждого такого спора следует тщательно оценивать весь спектр рисков и возможных, в том числе долгосрочных негативных последствий для нашей страны. В ходе разбирательства по заявлениям о защите государственных интересов важно своевременное принятие обеспечительных мер. Это является залогом поступления в казну денежных средств в случае решений по существу. При рассмотрении споров о судьбе имущественных комплексов уделяйте внимание соблюдению трудовых и иных социальных прав граждан. Верховным судом в конце прошлого года даны разъяснения, направленные на поддержку добросовестных хозяйствующих субъектов и формирование здоровой предпринимательской среды. Так, теперь суды обязаны более тщательно отделять риски обычного делового оборота от предумышленных действий по доведению до банкротства, учитывая, что данная категория составляет более четверти от всех экономических споров. В реальных цифрах это почти 500 тысяч. Определены механизмы, позволяющие избежать двойной ответственности при наличии объективных трудностей у бизнеса. Судам рекомендовано чаще применять отсрочки и рассрочки, если это поможет сохранить жизнеспособность предприятия, действующего в рамках закона. Для обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращения вывоза стратегически важных ресурсов, а также защиты прав и законных интересов российских хозяйствующих субъектов, в текущем году будет подготовлен соответствующий обзор с наиболее актуальными примерами практикообразующих решений. В целом, хотел бы обратить внимание всех судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности. Формальный подход здесь недопустим. К слову, нередко этим охотно пользуются недобросовестные участники процесса, которые в своих корыстных интересах разбивают исковые требования по различным судам, намеренно способствуют вынесению противоречивых судебных актов. Судам следует глубже вникать в суть спора, знать о наличии параллельных процессов с теми же участниками и основаниями, активнее использовать для этого электронный сервис «Мой арбитр». В прошедшем году на постоянном контроле находилась практика избрания судами заключения под стражу и продления данной меры пресечения. Несмотря на общее снижение количества соответствующих ходатайств в следственных органах, их удовлетворяемость остается крайне высокой. Безусловно, речь не идет о серьезных, тяжких и особо тяжких преступлениях, например, о терроризме или шпионаже, квалифицированных убийствах, где альтернативы заключения под стражу нет. Однако там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям. Хотел бы подчеркнуть, что в этой части Верховным судом все необходимые разъяснения даны, сформированы правовые позиции, рекомендации. Они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение данной меры пресечения на более строгую только в случае ее нарушения. Действительно, многие суды следуют этой рекомендации все чаще, но нередко решения формально штампуются, особенно когда приводимые следователями основания продления срока содержания под стражей не меняются целый год. Прошу обратить на это особое внимание. Вместе с тем, общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Из общего числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено лишь в отношении 26%. При этом около 320 тысяч граждан осуждены к иным альтернативным видам наказания. В каждом случае следует учитывать и смягчающие обстоятельства, возможность исправления без изоляции от общества. В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии. Важным критерием общественной оценки судебной системы является качество работы судей. В целом оно остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Вместе с тем по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам. Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом.
Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного Суда Российской Федерации. В связи с этим, сразу после вступления в должность мною был задан вектор на обеспечение единообразия путем существенного повышения в этой роли высшей судебной инстанции. Одним из наиболее значимых инструментов решения данной задачи являются прозрачные, недвусмысленные, понятные широкой юридической общественности и обычным людям разъяснения Пленума Верховного Суда как интеллектуального и методологического локомотива всей судебной власти. Они должны быть направлены на защиту прав добросовестных участников гражданского оборота, недопущению расширительного и формального толкования вводимых законодателем запретов и ограничений, обеспечение справедливого баланса публичных и частных интересов, доступность правосудия. Например, в настоящее время ведется подготовка постановления Пленума, которым планируется расширить перечень оснований для освобождения граждан от уплаты государственной пошлины при обращении в суды, в том числе при обжаловании актов в связи с допущенными судебными ошибками. Следует обеспечить единство подходов к рассмотрению дел, связанных со сложными трансграничными экономическими правоотношениями, цифровыми, финансовыми и другими видами виртуальных активов. Имеется запрос обществом на устранение противоречий в практике признания размещаемой в интернете информации, запрещенной и ограниченной к обороту. Верховный суд уже приступил к изучению соответствующих дел. Разъяснения будут последовательно консолидировать правоприменение, унифицировать процедуры мотивации решений, своевременно устранять устаревшие ориентиры в соответствии с текущими реалиями. К примеру, в связи с денонсацией ряда международных договоров Российская Федерация, в том числе повлекший выход нашей страны из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека, в конце прошлого года исключены разъяснения, основанные на положениях данных актов. Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов наших граждан, организаций и государства. Учитывайте это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Мною дано поручение системно повышать качество судебной аналитики, в том числе последовательно отслеживать реализацию исполнения нижестоящими судами принятых постановлений Пленума, а также внесенных в них изменений. Я убежден, что такой подход будет способствовать предсказуемости и, самое главное, стабильности правоприменения, а в конечном итоге приведет к повышению качества правосудия. Продолжит возрастать роль и значение Президиума Верховного Суда. В конце прошлого года для обеспечения динамики работы скорректирована численность его состава, наращивается число рассматриваемых им дел. В то же время глубина правового анализа, особенно в судах первой инстанции, зависит не только от качества судебных обзоров и постановлений Пленума. Формальный подход при рассмотрении дел массовых категорий нередко прямое следствие чрезмерной нагрузки на судей. Отмечу, что благодаря ранее принятым мерам обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства. В прошлом году число гражданских дел уменьшилось почти на 23%, в количественном выражении на 6,8 миллионов, административных на 33%, на 1,7 миллионов. Этому в том числе способствовал вступивший в ноябре прошлого года новый внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, который значительно снизил нагрузку. Убежден, что и в дальнейшем следует активнее применять различные механизмы урегулирования споров, включая заключение мировых соглашений. Но делать это надо разумно, не позволяя различным дельцам и мошенникам на доверие использовать такие возможности в своих корыстных целях, интересах. Тем не менее, в целом нагрузка остается предельно высокой. Так, на одного фактически работающего мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В связи с этим работа по ее преодолению будет продолжена, в том числе путем увеличения числа категорий дел, подлежащих рассмотрению единолично. Акцент необходимо смещать с количества на качество правосудия. Вместе с тем, доверие к нему со стороны общества возможно лишь тогда, когда судебные решения реально исполняются. А это, к сожалению, происходит далеко не во всех случаях. Считаю необходимым усилить ответственность за игнорирование законных требований судов, в том числе официальных запросов, постановлений о признании незаконными действий и решений органов власти, правоохранительных и, в первую очередь, следственных органов, нарушения со стороны которых носят порой массовый характер.
Также должен быть наведен порядок в части судебных приказов. Несвоевременное рассмотрение заявления об их выдаче, особенно взыскание задолженности по коммунальным и иным платежам, а также дальнейшее неисполнение в связи с многочисленными ошибками становится катализатором распространения случаев преднамеренных банкротств физических лиц, других порочных практик, которые негативно оказывают свое влияние на общую финансовую дисциплину. В целом ориентируют суды на мониторинг исполнения вынесенных судебных актов. Обеспечьте соответствующий судебный контроль совместно с приставами. На комплексное преодоление проблем судоустройства и судопроизводства направлены законодательные инициативы Верховного суда, предусматривающие новый порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей, президиумами судов-субъектов. Убежден, что реализация данного подхода повысит доступность правосудия для граждан, в том числе за счет возможности личного участия заявителей и большинства участников процесса в рассмотрении дел по месту их проживания. Очевидный положительный эффект заключается в сокращении процессуальных сроков, снижении расходов, подлежащих возмещению за счет федерального бюджета. Пересмотр актов мировых судей будет осуществляться по правилам выборочной кассации с предварительной проверкой судами субъектов приемлемости кассационной жалобы или представления. В более широком плане переход от сплошной к выборочной кассации представляется объективно необходимым и своевременным шагом в условиях высокой нагрузки на судебную систему. При этом уровень судебной защиты граждан не будет снижен, так как у них появится возможность обжалования решений непосредственно в Верховном суде, который также будет рассматривать дела по существу. Концентрация кассационного пересмотра на ситуациях, затрагивающих существенные нарушения прав и имеющих принципиальное значение для формирования единообразной судебной практики, позволит значительно повысить качество правосудия. Судьи Верховного суда ориентированы мной активнее отслеживать судебные решения нижестоящих судов и оперативно исправлять выявленные ошибки. Одновременно необходимо повышать требования к обеспечению независимости и беспристрастности судей, устойчивости их к любому внешнему воздействию и давлению. Это возможно при условии соблюдения предельно высоких стандартов профессионального отбора кандидатов на должности. Как писал один из ключевых мыслителей русской судебной культуры Анатолий Федорович Кони, к судье следует предъявлять высокие требования не только в смысле знаний и умений, но и в смысле характера. Перед Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации мною поставлены конкретные задачи по обеспечению кадровой состоятельности судебной системы, ее обновлению, притоку новых высокопрофессиональных специалистов с сохранением лучших традиций отечественного правосудия. Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны. В то же время повышение требования к профессиональному отбору судей не должны тормозить процесс комплектования судейского корпуса. По состоянию на начало года более 3500 должностей мировых и федеральных судей оставались незанятыми. Недопустимо, когда вакансии не замещаются по несколько месяцев и даже лет. Здесь многое зависит от компетентности председателей судов. Управляйте административными процессами, для этого у вас есть все необходимые полномочия. Кроме того, руководитель судебного департамента по моему поручению в ближайшее время представит итоговое предложение о перераспределении ставок в пользу тех территорий, где они больше востребованы. Особый подход требуется в воссоединенных с Россией регионах. С этой целью Верховным судом в Государственную Думу внесен законопроект об исчислении судейского стажа в новых субъектах на льготных основаниях, как это уже сделано в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем, даже самый строгий и качественный кадровый отбор не может рассматриваться именно как разовое решение. Работа судей требует постоянного самосовершенствования, актуализации знаний, повышения квалификации. В условиях цифровизации общественных отношений, возникновения новых категорий споров, именно непрерывное обучение становится необходимым элементом обеспечения качества правосудия и сохранения высокого уровня судебной деятельности. Считаю важнейшей задачей развития института поддержки квалифицированных кадров, усиления стажировок и программ непрерывного профессионального развития. По моему поручению стажировка судей региональных судов теперь проводится исключительно в Верховном суде.
Убежден, что такой подход будет способствовать обеспечению единства практики и доверию к правосудию. В свою очередь, высшая судебная инстанция это позволит оценивать имеющийся в регионах кадровый потенциал. Кроме того, будем активнее совершенствовать научно-образовательную и материальную базу Университета правосудия имени Лебедева как центра переподготовки и повышения квалификации судей, в том числе как базовой организации для всех государств-участников СНГ. Требуется донастройка имеющихся механизмов с целью совершенствования деятельности работников аппаратов судов. Считаю необходимым перераспределение отдельных полномочий процессуального характера в пользу помощников судей, совмещение их обязанностей с функционалами секретарей судебных заседаний в случае некомплекта аппарата. Одновременно следует сократить базовые квалификационные требования, предъявляемые к секретарям. Предложения правового и организационного характера по всем обозначенным вопросам уже подготавливаются. В целом, мною даны все необходимые поручения о принятии комплексных мер по дальнейшему повышению уровня социальных гарантий и материального обеспечения судейского корпуса и работников аппаратов судов. Важным направлением развития судебной системы является расширение и укрепление международных контактов. Оно необходимо не только с точки зрения изучения международного опыта. Прежде всего, это канал последовательного продвижения российских подходов к толкованию права, популяризации отечественных стандартов правосудия и судебной аргументации. Регулярный международный обмен практикой и аналитическими материалами Верховного суда позволит сформировать согласованные подходы к разрешению сложных правовых вопросов, повысить предсказуемость правоприменения и укрепить доверие между юрисдикциями. Одно из перспективных направлений развития судебной системы я вижу в ее цифровой трансформации. В 2025 году в федеральные суды общей юрисдикции подано более 12,5 миллионов обращений в электронной форме, в федеральные арбитражные суды свыше 17,5 миллионов обращений. С 1 июля прошлого года начал применяться механизм направления в суд процессуальных документов в электронном виде и дистанционного участия в рассмотрении дел об административных правонарушениях. Подобные новеллы назрели давно. Современные технологии, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, позволяют решать множество прикладных задач, связанных с обработкой больших массивов данных и генерацией документов. Но их внедрение не самоцель, они лишь средства для упрощения доступа к правосудию и повышения его качества. Ими могут выступать функционирующий по принципу одного окна единый портал государственных услуг, а также национальный менеджер МАКС. Использование цифрового ID, электронной подписи, средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом электронное дело сократить все виды судебных издержек. Аппарату Верховного суда совместно с судебным департаментом поручено изучить эту возможность, сформировать поэтапный план и алгоритм для дальнейшего масштабирования доступных технологий в интересах правосудия. Одновременно считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на госуслугах. В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных также и налоговых органов. Это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможность злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебное заседание, а также сократит бюджетные расходы по направлению соответствующих извещений и иных документов. Будем активнее развивать электронное судопроизводство, применять меры к созданию в этих целях единой и удобной для всех цифровой платформы. Нельзя забывать и о вопросах кибербезопасности. Все информационные системы судов должны работать бесперебойно. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, инициированные изменения в судоустройстве и судопроизводстве, ротация кадров, усиление роли высшей судебной инстанции нацелены на повышение общей эффективности, адаптивности и устойчивости судебной системы. Следуя мудрым словам государя-императора Петра Великого, все трудами приобретается. И могу с уверенностью сказать, что у нас есть все необходимые возможности для реализации обозначенных задач. Мною дано поручение на постоянной основе аккумулировать поступающие из нижестоящих судов предложения. При необходимости будем инициировать изменение правового регулирования в соответствии с текущими реалиями, повторю.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за всемирную поддержку наших инициатив. Я убежден, что судебная система обладает необходимым запасом прочности и профессиональной зрелости для достижения всех поставленных целей по обеспечению доступности правосудия, его высокого качества и повышения доверия к суду как символу высшей социальной справедливости. Благодарю за внимание. Игорь Викторович сделал такое всеобъемлющее, выступил с всеобъемлющим таким выступлением, извините. Но хотел бы отметить, что все практические вопросы были затронуты, это самое главное, все важные. Сослался и на высказывания Александра II, да, и на Петра I. Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление». Но он сказал это с иронией, но вот что точно хотелось бы в этой связи отметить, это то, что постановление Пленума Верховного Суда, так же, впрочем, как и решение Конституционного суда, и должны иметь силу высочайшего повеления. Это, безусловно, гарантирует нам и стабильность законодательной деятельности, и качество принимаемых решений. Об этом я уже сказал в своем вступительном слове. От качества ваших решений, от качества вашей работы зависит и внутриполитическая ситуация, особенно в ходе каких-то предвыборных кампаний. Зависит ситуация в сфере экономики, в социальной сфере, самочувствие общества в целом. Я хочу пожелать вам успехов в вашей работе и поблагодарить за то, что уже было вами сделано, особенно в этот непростой исторический период жизни нашего государства. Спасибо большое. Всего доброго.